Всем привет! Сегодня я буду готовить очень вкусные капкейки тирамису. Это напоминает торт тирамису, только готовится намного быстрее. Они порционные, проще, но выглядят прекрасно и на вкус просто сногсшибательный. Что мне для этого потребуется? Мне потребуется 2 яйца. Это вес будет 100 грамм. Сахар и сахарная пудра 150 грамм. То есть мне нужно, я просто смешала сахар и сахарную пудру, и в общее количество вышло 150 грамм. Можно взять просто сахар, а можно сахарную пудру, как вам будет удобнее. Дальше 170 грамм муки, вот, кукурузный крахмал 30 грамм, сливочное масло комнатной температуры 100 грамм, 120 миллилитров молока, 1 чайная ложка разрыхлителя и щепотка соли для баланса вкуса. Также, друзья, очень важно, чтобы все продукты для приготовления капкейков были комнатной температуры. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. И напишите, это лайк для Боба. Это я, Боб. Вот так. В первую очередь я перемешаю ложечкой сахар с сахарной пудрой. К муке добавляю чайную ложку разрыхлителя и кукурузный крахмал. И хорошо перемешиваю венчиком. Далее масло я буду взбивать вместе с сахаром или сахарной пудрой. Еще раз напомню, у меня сахар и сахарная пудра пополам. Буду взбивать примерно 5 минут, пока масса не станет пышной, белой и воздушной. Кстати, сахар для капкейков лучше брать мелкокристаллический, чтобы он лучше и быстрее растаял и само тесто было очень вкусное. У меня прошло 5 минут. Посмотрите, какая стала масса, белая, пышная и воздушная. Дальше я добавляю по одному яйца. Каждый раз взбивая хорошо миксером. Каждый раз я буду взбивать по 2 минуты. То есть сейчас я аккуратненько добавляю одно яйцо и взбиваю 2 минуты. После этого добавляю второе и опять 2 минуты взбиваю. Очень важно, друзья, хорошо взбить и масло, и яйца. Также очень важно, чтобы все продукты были комнатной температуры. Дальше я буду добавлять сюда сухие продукты и молоко, то есть буду чередовать. Визуально сухие продукты, муку делю на 3 части, а молоко будет 2. То есть сначала я добавляю сюда 1/3 часть муки и вымешиваю аккуратно венчиком. То есть я уже миксером вымешивать не буду. Духовку советую уже включить и разогревать. Выпекать я буду при температуре 180 градусов, но я по своему обыкновению включила духовку на температуру 200 градусов, чтобы она успела хорошо прокалиться. Вливаю половину молока. Вымешиваю венчиком. Всыпаю вторую часть муки.
Вымешиваю венчиком. Вливаю вторую часть молока. Высыпаю третью часть муки. Посмотрите, друзья, какое пышное, какое однородное, какое красивое тесто получается. Формы можно заполнять как через кондитерский мешок, то есть как с помощью кондитерского мешка, так и с помощью обычной ложки. Формы заполняйте не полностью, потому что тесто будет еще очень хорошо подходить. Данного количества теста мне хватает на 12 капкейков. Итак, буду выпекать при температуре 180 градусов. Время выпечки примерно 20 минут. Но следите каждый за своей духовкой, подстраивайтесь. Капкейки не должны быть сырыми, но и пересушивать их тоже не нужно. То есть проверяем шпажкой. Если они уже готовы, шпажка сухая, выходит из кексика, все, выключаем, капкейк уже готов. Итак, друзья, мои кексики хорошо пропеклись. Выпекались они 20 минут до сухой зубочистки. Теперь им нужно дать остыть. Я их вынимаю из формы и выставляю на решетку, чтобы донышко не потели. Ну а теперь займусь пропиткой. В качестве начинки я буду использовать очень вкусный немецкий растворимый кофе. Вы же берите тот кофе, который вам нравится. Можно брать заварной, можно растворимый, кто как любит. Для пропитки мне потребуется примерно 150 мл кофе. Кофе я уже заварила, он готов. Пока кофе остывает, я займусь начинкой для капкейков. Для начинки мне потребуется молочный шоколад 100 грамм и сливки 50 грамм. Также мне потребуются сливки для взбивания 90 грамм. И можно по вкусу, если вам не хватит сладости, сахарной пудры добавить 20 грамм. Но я буду без сахарной пудры пользоваться. Для начала я смешаю первое меньшее количество сливок, добавлю в шоколад, то есть 50 грамм сливок. Я добавлю молочный шоколад и поставлю в микроволновую печь, чтобы его растопить короткими импульсами. Шоколад со сливками уже хорошо растопился, но он еще такой горячий, не совсем он подходит нам. Такая температура, я его оставляю остывать при комнатной температуре. А теперь вторая часть сливок, 90 грамм, буду взбивать до плотного состояния. То есть я их в удобную для меня емкость поместила, в такой стакан высокий, так они быстрее взобьются. Вот до такого плотного состояния должны сбиться сливки. Когда переворачиваешь чашу, они никуда не двигаются. Это отличные взбитые сливки. Загустевшие сливки должны очень хорошо держать форму. Вот. Теперь соединяем шоколадную массу со взбитыми сливками.
Можно перемешать лопаткой или просто венчиком, но я, чтобы быстрее и удобнее, перемешаю сразу же теми же самыми венчиками при помощи миксера. Небольшие обороты. Все, наша цель просто объединить ингредиенты. Теперь я этот крем, эту нашу начинку для удобства переложу в кондитерский мешок. Теперь смотрите, нам нужно сделать в кексике отверстие. Это можно сделать с помощью ножа или с помощью специального приспособления для таких дел. Просто надавливаю и вращающими вот так вот движениями эту штучку не трогаем посередине. Раз, 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 раз. И достаем. Посмотрите, ровное идеальное отверстие, а внутренность здесь. Ее можно скушать отдельно или сделать какие-нибудь пироженки с остатков, с вырезок с кексиков, например, картошка. Кстати, друзья, хочу сказать, вот эти вот именно за этим рецептом самые вкусные получаются капкейки. Есть еще, да, у меня на канале один из любимейших рецептов, это карамельные капкейки, но этот просто потрясающее тесто. Так что попробуйте, советую, друзья. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, мне будет это очень приятно. Буду рада вашим комментариям, какие любите вы сладости на праздники или в обычный день. Хотя, думаю, капкейки подойдут к любому празднику, украсят любой стол. Порционные красивые кексики. Ну и в таком вот темпе, в таком вот варианте делаем полностью все капкейки. Следующий этап: готовлю крем. Для крема мне потребуется 150 миллилитров холодных жирных сливок жирностью от 33%. Дальше 30 грамм сахарной пудры. Можно добавить еще 10-20 грамм сверху, если вы любите более сладкий вариант. И 300 грамм сливочного сыра. Можно брать любой, какой вы любите. Крем-чиз, Филадельфия, маскарпоне. Итак, сначала взбиваю сливки. Вот такой плотности. Это еще не до конца взбитые сливки, такие мягкие пики. Нам нужно взбить. Теперь к сливкам я добавляю 30 грамм сахарной пудры. Также сюда добавляю 300 грамм сливочного сыра. У меня сегодня крем-чиз. Вот такое. И хорошо взбивать до плотного состояния, но не более 2 минут. Иначе крем сначала станет плотным, а потом опять будет жидким. Вот посмотрите, какой консистенции должен быть крем. Все, перекладываю его в кондитерский мешок с насадкой 1М. Она, как по мне, идеально показывает красивую форму для капкейков. Далее самое интересное. Мы берем каждый кексик и окунаю в кофе. И немножечко держу. Кекс отлично впитывает влагу. И кексик становится такой кофейный. Посмотрите, друзья. И так я делаю с каждым кексиком.
Дальше я беру чайной ложкой, по чайной ложке выливаю в каждый кексик остаток кофе. Теперь наполняю капкейки нашим наполнителем. Посмотрите. Оп. А сверху крем. Такой вид отсадки крема напоминает розочки. И в конце, как изюминка на торте, я посыплю какао. По-моему, красота, друзья. Потрясающе красивые и вкусные капкейки готовы. А теперь давайте посмотрим, как же выглядит наше чудо внутри. Посмотрите вблизи его. Сейчас я его раскрою. Сниму верхнюю бумажечку, то, что нам не надо. Посмотрите, мои хорошие. Красота! Мягкий, потрясающий капкейк. А теперь разрезаем. Очень мягкий, даже на видео видно, как он мягко, как по маслу разрезал наш внутренний капкейчик. И посмотрите, мои друзья, посмотрите, какая красота и как он прекрасно выглядит в серединке. Вы только посмотрите, как выглядит капкейк. Прекрасно. Прекрасная начинка, мягкое тесто и замечательная шапочка. Я надеюсь, вам видео наше понравилось. Я желаю вам всего самого лучшего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А я вас всех люблю, целую. До новых встреч!